Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет! С вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый советский танк 7 уровня ИС. Да, проходная прокачиваемая ветка. Вот такой гордый, мощный, красивый танк. Ну, давайте все и по порядку разбирать, что же это за машина. И начнем мы, конечно же, с бронирования ИСа. Погнали. Итак, вот наш Collision модель ИСа. Давайте-ка разбирать броню его. Так, чуть отодвинем, а то совсем уж близко. Так, правильно поставим его. Ну, вот так мы его будем видеть. НЛД у нас 100 мм, приведенки 115, а на стыке между НЛД и ВЛД у нас 130. Здесь у нас вот траки всякие висят, да, уже 137, извините, лишняя броня, кажется, 30 мм на счету. Уже неплохо. 136 для НЛД. Ну, такое все равно себе, конечно. Вот ВЛД у него наклонена под сумасшедшим углом, и здесь невероятный рикошетный угол до 190. Так, подбашенная рубка, смотрим. Люк мехвода 108, ага, 131, 130. Здесь вот скосы невероятно крепкие. 197, 230, 257, 255. Короче, вот в эти места над гусеничной полки мы вообще лучше не стрелять. Как вот в эти не целиться, да. А вот в люк мехвода можно закидывать, в НЛД. Касаемо башни. Маска орудия закругленная. Давайте справа и слева от орудия. Сотка. Сотка. Здесь у нас 300, 180, 280. Короче, вот в этих закруглениях хреново туча брони. Туда лучше не стрелять. Вот огромная плоскость. Справа от орудия, пожалуйста, лупите. Сюда уже сложнее. Рядом можете попадать во всякие непонятные вот такие места. Здесь у нас 100. Здесь 149. И здесь пошло расходиться 200, 280, 300. Короче, в скосы башни ему тоже стрелять нельзя. Люк зато огромный пирог просто. Вот как будто там индейка жирная лежит, да, под этой крышкой. Вот всего лишь 90 миллиметров. Пожалуйста, пробивайте. Боковое бронирование 90, надгусечная полка 101. Хорошо ли он танкует? Конечно, хорошо. Все совки от борта идеально танкуют. Тут даже говорить нечего. Но он подставляет щеку над гусеничной полки. Пожалуйста. Это, конечно, вам не КВ-3. У того такой штуки нету. Значит, еще раз. Слабая НЛД, слабый люк мехвода, слабая щека маски с правой стороны, слабый люк. Вот эти места, все остальные точки вам даже не надо вспоминать. Огромный люк, маска, люк мехвода и НЛД. Все. Он вас приглашает. Пробивайте. Так, по броне разобрались. Давайте смотреть основные модули. Здесь тоже большое количество пушек, как и на всех совках, на большинстве предлагается. Мы их разбирать не будем. Вот это вам изучать не надо. Это не... Вообще вот эта ветка 6-й пушки не надо. Вам нужно через топовую башню сразу идти на топовую пушку. Вот ее и будем мы смотреть. Альфа 390, это все та же пушка. 122 мм ДЭТ. 25Т, 12,3 секунд заряжания, 175 на основном, 217 с голдой, точность 0,46, 3,4 секунды время заряжания. Ну, короче, очень косая, долго сводящаяся пушка, но с хорошей альфой. Вот, с хорошей альфой. Вот. По поводу башни, у нас здесь что-то прибавляется же. Да. Не особо что-то прибавляется, только убавляется скорость поворота. Но обзор 20 метров. Он так важен тяжелым танкам. Ладно, по рации качайте в последний момент. Все-таки дальняя связь 625 против 440. Вот. По двигателю 700 лошадей. Здесь 600. Там как минимум 15% прибавки к мощности, к подвижности вы получите. Ходовую 35 градусов в секунду, 32 плюс 3 градуса в секунду тоже желательно прокачать. Полевая модернизация.
Во втором блоке качайте вездеходную ходовую. В четвертом блоке отстройка параллакса и в пятом звукоизоляцию. По оборудованию ставим стандартный дефолтный комплект оборудования для тяжелых танков 7 уровня. Я вам не рекомендую экспериментировать ни на чем другом. Нам важно, чтобы наш танк быстрее заряжался, и это досал. Нам важно, чтобы эта махина ездила, была подвижной, поэтому турбина. Ну и закалка, мы тяжелый танк, который в упоре воюет, добавит вам ХП и сделает крепче вашу ходовую, да. Поэтому такой комплект, я считаю, оптимальный, не надо ничего там мудрить и выдумывать. Есть, конечно, УМП, есть, конечно, стаб, который так важен для советских пушек. Но я не собираюсь на этом танке стрелять на большие расстояния. Я играю на этом танке как на тяжелом танке и воюю в упор. Поэтому стаб, ну такой себе. Проживу и без него. Ладно, по снарядам у нас здесь бронебойный. Это обычный снаряд, да, 780, голда 975, подкол. Ну вот на подколе скорость хорошая, на АББшке такая себе. Танк горит часто, поэтому ремка, аптечка, огнетушитель. Желательно автоматический. Я поставил до паек, потому что экипаж посадил. Сообъект 705А с 10 уровня и за голду для обзора не переобучал. Поэтому поставил до паек, чтобы минимизировать эти потери. Перки экипажа вы сейчас видите в табличке, изучайте, смотрите. По огневой мощи УН у нас минус 6, хотя на такой же пушке, на том же самом КВ-3 минус 7, поэтому, ну, такое себе, УНов нету, хорошо, запомнили. ХП 1370, тоже маловато, могли побольше накинуть, все-таки 7 левел. По мобильности 38 вперед, 16 назад, 16 небольшим лошадей на тонну удельная мощность. Ну, так, достаточно вяло он едет, но на турбине с топовым двигателем он уже более-менее катится. Да. 350 у нас обзор 17 штраф, так был 367, но такое, все совки они слепые. По плюсам и минусам танка, он безусловно не очень большой в сравнении с тем же самым КВ-3 и другими нациями, да, есть танки побольше для тяжи, в принципе это плюс. По броне смешанные у меня чувства, потому что в принципе, да хотя чего в принципе, такая огромная вот справа от ствола в маске орудия дыра по сути, огромную эту сковородку одели, по броне минус, хотя от борта нормально танкует, но подставляет щеку. Вот, по пушке. Ни плюс, ни минус, все-таки это пушка для игры в упор. Вот, хорошая, приятная альфа. Вот, конечно, время сведения, УВН. Не, но все-таки ближе к минусу. По подвижности на турбине нормально он ездит, как для тяжелого танка 7 уровня. Ладно, все это полемика. Погнали в бой, поглядим, что он может вообще с современным редами. Поперли. Так, попали на Вестфильд. У нас обзор боем ИС. Тяжелый танк советский 7 уровня. Проходная прокачиваемая ветка. 2 арты, круто. Су-8, да. Сейчас поедем воевать. Класс у них. Тяжелых танков мало. Сейчас проверим ИСа. Семовента. Бронированные гады. Меня только итальянцы напрягают, реально. У них там... Вот это друг. Поиграл.
Ладно, такой урон я согласен. Куда снаряды-то летят? Я что-то понять не могу. Жесть просто. Они попадают, мы нет. Ага. О. Друг едут. Давайте, пенетрируйте этого товарища. Прямой зашел. Готов. В заднюю филейную часть не пробил. Нормально вообще. Сейчас нормалды. Есть. Так, ну почти 2К дали. Хорошо. Все. Победа. Ну, 2К дали, 2200 даже дали, пойдет. Вот такой вот бой, вот такой вот из. Ну, без УВН на этой карте. Это танк для города, а никак не для холмов. Да. С нашими-то УВНами тут прям пот. О, хорошо, опыта насыпали. Так, первое место у нас 3 фрага. Хорошо. Так, считаю, что вот такая сборочка для тяжей 7-го уровня советских самая правильная. Мы медленные, турбина, закалка в упор, плюс ХП, плюс крепкая гусеница, каточек, отлично. И мы долго заряжаемся на таких дрынах. Все, must have. Танку ставлю 4 с небольшим минуса, потому что нет УВР. В остальном же для городских карт хороший аппарат, но помните про огромный люк на крыше. Вот, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.